Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Приветствую вас у себя на канале. У нас сегодня очередной обзор инструмента с сайта AliExpress, а именно инструмента от Heimerdinger. Значит, это у нас аккумуляторный лобзик. Вот, позиционируется модель LB291. Значит, что у нас здесь написано? Ну, работает на аккумуляторах а-ля Makita. Вот, то есть, вот такие вот аккумуляторы. Длина пропила у нас 65 миллиметров. Ход пилки, рабочий ход 18 миллиметров. Ну и обороты у нас регулируются, я так понимаю, от 780 до 2700. Но никакого регулятора оборотов я здесь не вижу. Я еще, друзья, его даже не включал. Видимо, здесь регулировка идет сугубо нажатием кнопки. Ну, мы с вами это все посмотрим. Ну и здесь у нас тоже этикеточка с брендом LB291. Вот. Собран он опять же из того же синего пластика, из которого сделан в принципе весь инструмент Heimerdinger. Пластик добротный, показал себя уже с хорошей стороны. Не один год я пользуюсь инструментом. Ну, не именно лобзиком, а вы все знаете, кто следит за моим каналом, что у меня уже довольно много инструмента от Heimerdinger. Когда-то я его покупал, но этот инструмент, чтобы там хейтеры не призывали, что я там призываю покупать Г. Вот, поэтому я сразу говорю, что этот инструмент прислан мне для обзора, и ни один инструмент, допустим, который присылал Heimer в последнее время, я бы сказал, что его, никаких особо таких больших минусов нет. Что касаемо минусов данного инструмента, то я уже вижу минус один, это то, что мы с вами говорили, что здесь нет регулировки никакой скорости, то есть если даже здесь есть регулировка скорости клавишей, то это не совсем удобно и держать сантиметров 50 рез и держать на одной скорости, вы сами понимаете, сложновато. Второй большой минус у нас здесь, я так понимаю, алюминиевая площадка. Вот. Никакой пластиковой накладки нет, вследствие чего при резке каких-то светлых материалов, будь то там МДФ, ДСП, да и простая доска, я думаю, это все дело у нас будет мазаться. Если, конечно, это алюминий. Нет под боком у меня магнитика проверить. В любом случае, я когда режу, я наклеиваю скотч. Либо мне вот только что пришла в голову идея, то есть у нас 3D принтер. И если попросить сына, он мне сделает, распечатает сюда пластиковую накладку. И это будет супер. Так, все, в принципе, что тут еще нам показать, рассказать. Большой плюс, что у нас есть вот этот вот выход под пылесос. Есть у нас, как мы видим, 4 регулировки угла наклона нашей пилы. То есть нулевая, первая, вторая и третья. Так, как вам продемонстрировать, не знаю. Наблюдайте вот за этой штукой, а я буду переключать. Не особо видно, пилочку поставим, там тогда посмотрим. У нас прорезиненная ручка, то есть хват хороший, в руке лежит отлично. Кому, друзья, интересен вес лобзика, давайте мы посмотрим. Просто вот без пилки, без аккумулятора. Так, надеюсь, всем видно. И смотрим. То есть 1,5 килограмма. Если мы сюда добавим, друзья, аккумулятор, то вес у нас составит уже 2 килограмма 70 грамм. Ну и плюс пилочка и линейка. В комплекте у нас была вот такая вот инструкция с иллюстрациями. Это, наверное, единственная инструкция такого плана, которая мне приходила от Heimer. Ну и дальше у нас тут все на английском. Абсолютно никому, по-моему, не интересная информация. Имеется у нас вот такая вот упорная линеечка. Я думаю, вы все знаете, как ей пользоваться. Откручиваем винтики, сюда зажимаем и ставим где-то в упор и, соответственно, режем. В комплекте есть одна единственная пилочка по дереву. Есть у нас ключик. Вот еще минус, кстати, я вспомнил. Так как я здесь не вижу рычага для быстрого поворота нашего стола. Вот. Это для меня является существенным минусом, так как мне приходилось очень часто резать под 90 градусов, и потом под 45, потом опять под 90. И для этого нам нужно постоянно брать ключик комплектный, отворачивать наши два винта, отводить, вот видите, на себя площадку. Здесь у нас есть, давайте я вам покажу, упорный зуб, а здесь вот такие зубчики. Отражение металла идет и никак мне не ловит фокус.
Вот. Зубья. И здесь упорный зубчик, то есть для фиксации. Вот так вот переставляем и фиксируем. Так, у нас здесь вот есть градуировочка от 0 до 45. Также у нас, по-моему, эта градуировка есть и с другой стороны. Да. Вот это вот самый, я считаю, большой косяк, что все время надо крутить ключом при повороте площадки. Но если вам нужно резать только под 90, либо только под 45, то в принципе никакой проблемы в этом я и не вижу. Не сказал я, друзья, про щетки. В комплекте есть две сменные щетки запасные, но они при транспортировке, наша почта сделала свое дело, вот так вот разбиты. Кстати, в этом, я бы сказал, виноват даже и производитель, либо продавец, который их отправляет. Можно было эти щетки где-то примотать сюда, там скотчиком, и они уже не повредились бы. А так они в коробке были, вот так вот шалтай-болтай, и как следствие они полностью разбиты. Давайте посмотрим, каким же макаром у нас устанавливается пилка. Вот, кстати, в моем электрическом лобзике ДВТ, я всю жизнь им пользуюсь, там уже надо открутить шестигранником винт и только потом зажать нашу пилку. Здесь же у нас предусмотрен быстросъем. Вот это, я считаю, тоже шикарным плюсом для данной пилки. Вот вставили пилку, отпустили быстросъем, все, он защелкнулся, и пилка у нас сидит просто жестко. Смотрим теперь, у нас есть 4 положения наклона пилки. Вот это нулевое положение. Так, давайте я вот так вот сделаю, чтобы было видно, наверное, и поставлю вот так вот на краюшек нашей инструкции. Первое положение, второе и третье. То есть не особо значительно изменяется угол, но он, друзья, изменяется. Сейчас, наверное, мы с вами разберем и посмотрим начинку данного агрегата. Ставлю на паузу, ждите, разберу, покажу. Итак, друзья, разобрал я наш инструмент. Вот сколько у нас винтов. И обращаю ваше внимание, что в этих вот местах у нас находятся вот такие вот два длинных винта, самореза, метиза. Так, пробуем вскрыть. Ух ты, все высыпалось. Сейчас не соберем. О, смотрите, блин, какие кучи здесь смазки. Да. От души положили смазки. Так. Пластик, кстати, какой-то вообще дубовый, такой твердый. Ну, такого, наверное, ни в одном инструменте не было. Очень толстый и массивный, друзья. Хотя с виду был точно такой пластик, как на любом другом инструменте. Ну и вот нашему вниманию представлено следующее. Вот такой вот редуктор с кулачком. И что мы здесь видим? И мы здесь видим бесщеточный двигатель, друзья. Я бы дал руку на отсечение, что здесь у нас стоит щеточный двигатель. А у нас бесщеточный. Спрашивается, нахрена тогда щетки? Вообще не въеду. Трындец. Установлен бесщеточный двигатель. Пожалуйста, смотрите. Вот это номер. Первый раз такое у меня получается. Как это все дело сопоставить, я, друзья, не знаю. Ну, прикол приколов. Но это классный прикол. Я полностью ожидал здесь щеточный двигатель. Либо это китайцы кладут в качестве прикола, чтобы ты увидел эти разбитые щетки, блин, и сказал: о, хрень какая. Где же потом их найти? Да, друзья, трындец. Просто трындец. Движок у нас бесщеточный. Это просто супер класс. А я думал, что он здесь щеточный. Так, отваливается у нас площадка. Ну да ладно, с площадкой не страшно. Я думаю, друзья, вы все видите. Доставать больше тут особо я ничего не буду. Все у нас подпружинено. Здесь у нас бегает кулачок на шестеренке, редуктор и как бы все. Ну и светодиодик даже есть. Ой, я сразу не заметил. То есть есть у нас подсветка. То есть мне люди под моим предыдущим видео писали, человек один,
Что ты там показываешь, эти светодиоды, они нафиг никому не нужны. Полностью согласен, вот, но показать я должен, так как другой человек пишет, что мне довольно интересно, есть ли там подсветка и какая там подсветка. Поэтому, друзья, показываю все. Вот, контроллер точно такой же, как и в любом, допустим, аккумуляторном инструменте от Хаймера. Вон там подразумевалась даже кнопочка переключения наших скоростей, но кнопки у нас уже здесь нет, как вы видите, но окошки под светодиоды есть. Ну и вот так все у нас, друзья, выглядит. Так, мы с вами его так и не запустили на обзоре, поэтому как раз сейчас я соберу и посмотрим, как он у нас работает. Итак, народ, собрал я наш агрегат. Значит, давайте покажу то, что забыл показать. У нас есть кнопка блокировки. Вот эта кнопка блокировки, то есть мы уже не сможем нажать где-то при перевозке, при транспортировке, он сам у нас не сможет включиться. Это есть большой тоже плюс. Итак, проверяем, как работает. В первый раз, хотите верьте, хотите нет, я буду его с вами включать. Итак, поехали. Все работает. Скорости, как я и говорил, регулируются у нас, друзья, вот этой кнопкой. То есть смотрим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 скоростей я здесь насчитал. Но опять же, я остаюсь при своем мнении, что резать и регулировать скорость особо неудобно. Вот. Посмотрели мы с вами внутрянку. Сильно, наверное, вы со мной тоже удивились, что у нас есть в комплекте щетки, а движок установлен бесщеточный. Также здесь у нас и написано, что здесь у нас cordless, то есть щеточный двигатель. Получается, что китайцы опять нас обманули, но обманули уже в нашу сторону. Вот так. Просто замечательно и шикарно. Вот, еще даже видно на глаз, что площадка хоть и установлена у нас на 90 градусов, то есть у нас здесь риска 0, я надеюсь, вы видите, вот здесь вот рисочка 0, но визуально видно, что 90 градусами здесь особо, друзья, и не пахнет. Надо будет как-то все это доводить, допиливать. Вот мне хочется площадку повернуть немножко сюда. К сожалению, нет у меня под рукой никакого такого маленького угольничка, чтобы вам это продемонстрировать. Но давайте попробую показать так. Ага, мне на камеру, наверное, все-таки не будет это видно. Вот, но, по-моему, здесь 90 градусов и нет. Вот, ну что, нам остается пойти что-нибудь там пилянуть. Не знаю, какую-нибудь ДСПшку раз-два отпилим, да на этом, наверное, и успокоимся. Надеюсь, вам это все дело понравилось, то есть мой обзор. Друзья, кстати, также пишите, нравится ли вам такой формат видео. То есть я что-то показываю, рассказываю, потом показываю, что внутри, то есть разбираю инструмент и показываю, как работает после сборки. Вот, потому что тоже есть люди, которые пишут: ты нам покажи, как режет, а нахрен нам знать, что там внутри. Ну, я не знаю. Мне, допустим, очень интересно, что там и какая начинка внутри. Кстати, не проверили мы с вами светодиодик, работает или нет. Ух ты, работает. И даже довольно неплохо подсвечивает место пила. Вот, все, друзья. Идем, пилим, смотрим, как пилит. Я думаю, пилить он будет просто на ура. Это все зависит в первую очередь от используемых пилок. Можно ставить пилочки по металлу, можно по дереву, больше, меньше зубчик. То есть, что в зависимости от того материала, что вы пилите. Также и пластик, и оргстекло я резал своим, правда, сетевым лобзиком. Вот, поэтому резать он будет все. Весь вопрос, можно ли его использовать для точного реза. Ну, я в этом немножко сомневаюсь. Вперед! Ну что, народ, значит, будем сейчас резать ДСП 18 мм толщиной.
и вот такую ламинатину 12 мм толщиной. Обыкновенную там сосну, елку, ну я смысла не вижу резать, так как всем понятно, что он будет резать, раз он порежет уже вот эту вот прессованную картонину 12 мм толщиной. Так, поехали, ламинат. То есть поехали ДСП. Сделаем один быстрый рез, а потом на следующем резе я буду менять обороты клавишей. Посмотрим, что получится. Поехали. Режет верно и уверенно. Давайте посмотрим изнаночную сторону. То есть, как вы видите, сколы минимальны, учитывая такой агрессивный зуб. Ну, а это вот внешняя сторона, верхняя. То есть, вот такие вот большеватые сколы у нас получаются. Если у нас пилочка будет с мелким зубом, то здесь сколы получится намного меньше. Вот кому это интересно. Сейчас я буду пробовать резать и в процессе реза, плавать, так менять обороты. Давайте смотреть опять. Вот наша изнаночная сторона, нижняя. Шикарный рез, в принципе. Есть небольшие, наблюдаются скольчики. А сверху у нас, вот тем более я менял, игрался с скоростями. Видите, то чисто на большой скорости, то здесь уже на малых скоростях идет просто такой вот вырывание материала. Так, с этим у нас все ясно. Отпускаем нашу доску и порежем ламинат. Буду держать ламинат просто руками, никуда, ничего. Тоже сделаем рез отсюда и рез перевернем. Давайте сразу здесь посмотрим, что получится. Вперед! Специально не дорезаю до конца, чтобы сторону не потерять. Нижняя сторона у нас. Вот такие наблюдаются, друзья, сколы. Но это следует ожидать от такой вот агрессивной пилки. И эта нижняя сторона, ни единого скольчика у нас нет. То есть даже при наличии такого агрессивного зуба у нас идет все как бы гладко и красиво. Ну что, сейчас перевернем и посмотрим, как же у нас проявит себя лицевая сторона. Поехали! Вот у нас сверху что делается, то есть сколы минимальные, но это еще зависит, конечно, от этого вот покрытия, от материала. И та сторона, то есть практически чистый рез, ни одного скола. Опять же, друзья, учитывая вот такой вот агрессивный зуб. Так, как я уже сказал, елку, там сосну, смысла тестировать я не вижу, так как если уж режет эту ламинатину, будет резать и мягкое дерево. Друзья, на сегодня это все. У нас на обзоре был вот такой вот ручной электрический лобзик аккумуляторный Heimerdinger LB291. Значит, как я и говорил, где тут показать, я уже не знаю. Наверное, и не покажу. Наверное, вот есть, но на камеру не увидите. То есть нарисовала полоску алюминиевой вот этой вот подошвой. То, что я говорил, что нужно либо сюда делать пластиковую накладку, либо просто заклеивать бумажным скотчем. И все получится, да, классно.
Вот. Для больших каких-то там строительных работ я не знаю, могу ли я вам его рекомендовать. Ну, скорее, наверное, могу. Что ему сделается, тем более он у нас оказался с огромным сюрпризом. Вместо щеточного двигателя здесь стоит бесщеточный. Наверное, все это выдержит. Ну, а для бытовых целей это просто незаменимая вещь. Вот мне этот лобзик очень сильно понравился. Работает мягко, шикарно, отлично. Опять же, еще зависит многое у нас от качества самих пилок, как вы понимаете. Поэтому все должно быть замечательно. Никаких отличий в резе, допустим, аккумуляторным лобзиком от... Я часто, бывает, режу своим сетевым лобзиком, я не заметил. Все, друзья, всем спасибо, что были со мной. Надеюсь, я помог вам с выбором. Покупать, не покупать, каждый уже определится самостоятельно. Я все разобрал, показал, как и что из чего сделано. На этом будем прощаться. Всем огромного здоровья, до новых встреч, ну и до новых видео с обзорами нового инструмента. Все, всем пока. Всех люблю. Подписывайтесь на мой канал.